Привет! Сегодня важнейшие события. Не забудь подписаться и поставить лайк. А мы начинаем наш выпуск новостей. 2 человека погибли, еще 6 пострадали в результате обстрела русских военных преступников в Днепропетровской области. В Запорожской области после атаки российских беспилотников пострадали 3 человека. В Одесской области россиянами атакована энергетическая инфраструктура. На одном из объектов в Одесском регионе были зафиксированы повреждения, произошел пожар. 2 человека пострадали в результате атаки россиян на Холминскую общину Черниговской области. Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, чтобы вынудить Киев принять капитуляционные условия. Об этом заявили в ГУР. Речь идет о прямом шантаже ядерной безопасностью с риском масштабной катастрофы для всей Европы. Украинские силы обороны нанесли серию ударов по оккупированным регионам Украины. В частности, в Джанкое успешно атакована Островская подстанция, а в Запорожской области взорвано сразу 2 электроподстанции – Молочанская и Приморская. Также в Бердянске горит подстанция Морозовская. После серии атак в этих регионах пропал свет. В подмосковном Серпухове после украинской атаки горит электроподстанция в городе и окрестных деревнях. Нет света. Также 143 многоквартирных дома остались без отопления. В Воскресенске после атаки горит химзавод «Воскресенские минеральные удобрения». Местные жители сообщают о пожаре и запахе серы в воздухе. Украинские БПЛА атаковали полигон Капустин-Яр в Астраханской области. Именно оттуда Россия запускает ракеты «Аэшник». И к другим новостям. Высший антикоррупционный суд Украины избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 миллионов гривен по делу о подкупе коллег по Верховной Раде, сообщают украинские СМИ. Ей предписали не покидать Киевскую область без разрешения следователя, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Иран якобы отменил 800 казней, которые были назначены на 14 января. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Трамп следит за ситуацией. Если убийство продолжится, Иран столкнется с серьезными последствиями. А тем временем протесты в Иране затихли. Трамп снова обделался и не помог. Трамп вводит пошлины для европейцев из-за Гренландии. С 1 февраля США вводят 10% пошлину на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1 июня тариф вырастет до 25%. А против России он ничего так и не принял. Наверное, пленки Эпштейна в руках у Кремля внесли свои коррективы. Но не все в США такие отбитые, как Трамп. Глава комитета Сената от республиканцев по вооруженным силам Роджер Уикер выступил в защиту Украины. Вот самые важные его тезисы. Мы живем в опасные времена. Вспышки происходят по всему миру, и в этом полушарии, и в Европе, и в Индо-Тихоокеанском регионе. Но я хочу напомнить своим коллегам, что самое опасное из всего этого – война Владимира Путина в Украине против свободы и Запада. На протяжении прошлого года Владимир Путин высмеивал украинский мирный процесс, последовательно эскалируя свои атаки на соседнюю страну. Он постоянно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах. Он оказывает мирным переговорам услугу губами, но его действия говорят о незаинтересованности. Украина не должна быть принуждена к сдаче суверенной территории, которую она контролирует. Путин не должен добиться на переговорах того, чего он не смог добиться на поле боя, где его преследуют разочарования. США должны играть роль в гарантиях безопасности Украины на постоянной основе. Сенат должен ратифицировать эти гарантии, если они будут согласованы. Украинскому народу должна быть оказана помощь в продолжении его борьбы за свободу. Я призываю всех помнить, с кем мы имеем дело. Владимир Путин не испытывает раскаяния. Он был и всегда будет агентом КГБ. Это диктатор с десятилетиями кровопролития на руках. Это самый большой вор в мировой истории. Военный преступник, который должен быть за решеткой в этот момент. И, конечно, он лжец. Когда Путин улыбается американским переговорщикам, он ведет себя так, будто мы верим, что он наш друг. У нас нет оснований улыбаться Путину в ответ и относиться как-либо, кроме предосторожности и презрения.
Спустя 4 года Путин знает, что его победа не является неизбежной. Все больше американцев видят и знают это. 70% американцев не верят, что Путин будет чтить какое-либо соглашение с Украиной. Путин соткан из той же ткани, что и террористы по всему миру. В его атаках на гражданских мы видим параллели с террористами Хамаса, которые неистовствовали в израильских общинах 7 октября. Друзья Путина – террористы. Путин похитил 20 тысяч украинских детей, подвергших их процедурам по промыванию мозгов. В этих ужасах мы видим подходы Си Цзиньпина и его лагерей по перевоспитанию уйгуров. Путин сажает в тюрьмы диссидентов. Когда свергли Башара Асада, куда он убежал? Он нашел тихую гавань в Москве у Владимира Путина, который хочет, чтобы мы верили, что он честный переговорщик. Николасу Мадуро советовали бежать. Если бы он бежал, то куда? Прямо в Москву. Десятилетиями Москва была другом кубинского режима. А сейчас верховный лидер Ирана взвешивает свои опции. Где он найдет убежище? Единственное место – Москва. Вот вам кампания Путина. Но в Путине даже слышны отголоски Адольфа Гитлера. Путин постоянно говорит о, цитирую, «освобождении русскоязычных украинцев в Донбассе и других регионах Украины». Это те же гнусные предпосылки, что использовал Гитлер, когда вторгся в немецкоязычные регионы соседних стран, включая Польшу. Украинцы продолжат сражаться против его неспровоцированных атак, но не потому, что они ненавидят мир, а потому что их альтернатива – исчезновение их страны. Огромное спасибо сенатору Уикеру за эту речь. И в конце немного позитива. В оккупированной Ичкерии разбился сын Кадырова. Маленький орденоносец влетел на огромной скорости в столб. Он сейчас в реанимации. Но даже в отключенке после ДТП Адам Кадыров продолжает получать медали. Его наградили золотой медалью за заслуги в повышении безопасности атомных станций. Ну что ж, пожелаем ему и его отцу поскорее отправиться на концерт к Кобзону. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До встречи!